Всем привет, ребятки! И сегодня вас ждет очень интересный альянс, а именно Табирак сегодня сыграет со мной, и я покажу, как нам удается играть вместе. Дело в том, что Табирак, он играет в основном в одиночку, не любитель играть 2 на 2. А вот он, Табирак, видали? Топовый игрок, интересные тактики. Но давайте попробуем на это посмотреть. Усаживайтесь поудобнее, ставьте сразу лайкосик и погнали. Итак, наш первые соперники. Значит, какой-то интересный клан. Не могу прочитать, извините. Ну, очень сложное название. Вот, будем пробовать. Но, учитывая, что Табирак играет хорошо, а я все время порчу игру, то я думаю, это будет интересно. Ну, залетай! Да, вот и отлично. Значит, смотрите, какая у него колода. Значит, он использует эту бомбу-вонючку. Нет, 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 не надо нам ваши пузыри. Пузыри не надо. Так, бомбочки, летите, летите. Ну, почему она не туда полетела? Куда надо? Ну, закатывайся. Не закатилась, но уже как-то... Вот, видите, он играет еще и магнитом. У него липкая, у него кластерная, у него бум-ракета. Ну, то есть... Да, залетай. Ну, совсем чуть-чуть, ну, давай их уже растрощим, чтобы уже вообще у них шансов не было. Ай, они нам еще и успели бомбу закатить. Ну, какие вот злостные, ну! Да, вот так бой прошел как по маслу, ну почти как по маслу, но вы сможете вот посмотреть, какими приемами он пользуется для того, чтобы, возможно, применить и в своей игре. Итак, следующее на очереди, значит, пациенты из Prime UA. Виола и Табирак пришли выставить диагноз. Ну, вот, смотри, вот в принципе круто. Если бы сейчас магнит не отлетел, то было бы вот реально крутое комбо. Ну, согласны, да? Вот на магнит напихать кучу бомб, понимаете, и бум-ракетой зафигачить в башню. Ну, круто, да, правда? Ну, то есть вот это очень даже хорошо можно использовать. Но мне, например, магнит не нравится тем, что у него вообще непонятная для меня траектория, да, он как-то колыхается, вот это непонятненько. Поэтому я вообще не могу им играть. И в паре играть с игроком, который использует магнит, для меня тоже целое испытание. Да, вот это было отлично. Потому что из-за того, что магнит все притягивает, он меняет траекторию, запланированную, например, мною какую-то, да. То есть я там выкидываю бомбу, планирую там что-то кинуть, а в этот момент магнит просто ее притягивает, и все, и ничего не получилось. Но насколько удачен наш... О, вот смотрите, вот... магнитик, раз, и нет магнитика, все. Так, ну давай. Кстати, отлично, уже хорошо, и уже 2-1, и уже 2-2. Вроде бы как хорошо. Prime UA, молодцы, хорошо борются, вы посмотрите. Очень даже хорошо, молодцы, бум-ракета, да, и я страхую. Так, ну давай, долети по нужной траектории. Эти собаки летающие, вот они меня просто выведут когда-нибудь окончательно. Сколько можно портить мне жизнь, а? Так, ну подождите, да, нет. Ай, ну! Вот полетела туда, куда нужно. Спасибо Табираку и спасибо Prime UA. Молодцы, очень классно боролись, но все равно мы их, конечно, добили. Ну, что поделать. Виола плюс Табирак пришли протестировать друг друга в 2 на 2, да, как мы сработаемся или не сработаемся, потому что, ну, это сложно, я вам честно скажу, бывают такие колоды, которые вообще вместе не стыкуются, ну, вот вообще априори. Так, вот, хорошая комбо тоже, смотрите, берите на заметку. Видали? Особенно круто, когда оно разлетается, и липка, и бомба летят в разных траекториях. Нет, вот, отлично. Отбить практически невозможно, потому что
Ну, очень сложно угадать траекторию сразу двух клонов. Ну, правда? Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Улетел бомбодрон маленький. Ай, так хорошо, так сладко залетело, аж приятно. То есть, в принципе, получается, что его колода с моей очень даже неплохо стыкуется. Учитывая даже, что он играет магнитом, я пытаюсь как-то подстроиться. Но я буду менять колоду в процессе игры для того, чтобы было интересно. Сейчас у меня одна колода, дальше я буду менять колоду, чтобы посмотреть, какая из колод наибольше состыкуется с колодой Табирака. Возможно, вы это используете и будете с соклановцами тоже брать такие варианты, играть в паре и... Ой! Что такое? Что такое? Что это они нам тут решили? Жопку поджарить или что? 2-2, ребята, 2-2. Как вам, кстати, эта бомба-вонючка? Вот, что ваши впечатления? Напишите мне в комментариях. Потому что для меня это немножечко, вот как бы, видите, Табирак очень как бы активно использует эту бомбу для того, чтобы ликвидировать пешеходных клодов. В принципе, она хорошо... Да, лети! Вот, отлично. Слушайте, у нас осталось хп, вообще ничего. Срочно нужно что-то делать. Срочно, хоть что-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что такое? Прям на пределе. Так, надо их уже гасить как-то, гасить. Вот посмотрите. Ну, Табирак, давай. Молодец. Но это он уже психанул, типа, знаете, типа, сколько можно. Типа, Виола нифига не делает, только разговаривает. Ну, в общем, разбили мы их суперово. Так, вот это тоже довольно сильные соперники, ребятки. Вот уже такие спайлы, стикеры шлют, типа, о, попали вы, короче. Ай-яй-яй-яй-яй, ликвидировали магнит Табирака, и это не очень хорошо. Ну, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вот как-то не сложилось. Но сейчас посмотрим, что из этого всего выйдет. Так, маленькая бомбочка, лети. Маленький бомболет, лети. Вот сейчас будем яд маленькими дозами вводить, но они очень хорошо отбивают. Я испортила удар, как обычно. Ну, да. О, вот это прям оптовая закупка, ребята, произошла. Нет. Вы смотрите, какое комбо летело. Значит, липка, парящая и бомба. Это все вместе. Это если бы залетело, это бы вообще... было полный абзац был бы вообще. Все чаще используют вот эту руну землетрясения. Ай-яй-яй-яй-яй. Липкая удержала одну бомбу. Это немножечко нас спасло, но не вариант. Нет. О, спасибо. Но оно липкое помешает забить нам... Эх, так, бомба-вонючка, давай, отрави этого паука. О, но она, кстати, наносит тоже неплохой урон, я вам скажу. Нет. Слушайте, тут прямо игра на одной инерции. Только успевай выкидывать клоны. Ну, в такой игре с тяжелой колодой было бы очень тяжело, я вам честно скажу. Потому что... Да! Опля! Ловите подарочек. Так, чтобы вам скучно не было. Вот. Ну, что я могу сказать? Конечно, с топовыми игроками очень прикольно играть, потому что даже учитывая то, что у них есть своя тактика, независимо от того, как они классно залетели, независимо от того, как часто они играют 2 на 2, у них все равно многие моменты комбо отработаны. Конечно, они не всегда срабатывают 2 на 2, потому что... О, хорошо. Потому что клонов больше в 2 на 2, и те, кто играет в основном в 1 на 1, ну давай еще кластерная, вот, так, чтобы им совсем было хорошо. Так, сейчас я подстрахую вот этой штукой, если бомбочки сейчас не срастется. А я опять испортила Табираку удар. Он хотел запустить липкую под магнит. Ну, да, слушайте, что-то как-то вообще просто получилось. Ну вот класс. Хотя это довольно сильные соперники. У них тоже очень слаженно они играют. О, ну эти вот ничейненькие, вот сейчас посмотрим, насколько быстро мы с ними справимся. Есть топовые игроки, которые заходят в игру 2 на 2 и видят, так, маленькая пошла.
и видят, что без племени, то есть у них даже бывает договоренность, что, типа, знаете, типа, один тупо разбивает, да, а второй, типа, просто смотрит. Ну, потому что, типа, это просто ради интереса. Типа, ну, давай, вот это все. А изменили траекторию. Но все равно 2-0, и мы уже почти. Опля! Вот это так классно. Это было быстро, это было прикольно. И шестеренки в такой момент набиваются вообще на раз-два. Так что я жду ваши комментарии по поводу, вашего мнения по поводу бомбы-вонючки. Что вы по этому поводу думаете? Потому что она у меня есть, но я ее пока не использую. Ну, как бы, что-то она мне как-то не зашла. Но, в принципе, имеет место быть. Очень даже неплохой вариант. Урон она наносит, клонов травит. Вот, смотрите, да? Все. Вот, видали комбо? Вот это класс. Вот это класс. И еще один маленький штрих, и все. И игра закончилась. Ну, вот так вот, например, раз. И вот так. Пум! Ну, злая вилка. Ну, вообще я не злая, я добрая, но вы в курсе. О, опять у нас лес вот эти вот сопернички. О, хотели сделать комбо с кластерной, видали? Но что-то у них пошло не так. Вот сейчас мы попробуем что-то сделать так, чтобы я не испортила ничего. Липкая. Ну вот видали? Вот за это я не люблю липку. Ну вы в курсе. Да, ну залети уже это все. Ай-яй-яй-яй-яй. Потеряли столько бомб беззаветно. Но обратите внимание, я уже играю другой колодой. Опа! То есть у меня сейчас трамплин, у меня сейчас липкая, которая я вообще не умею играть, но для разнообразия. Посмотрим, как состыкуется это с колодой Теберака. Сработает ли это, учитывая, что даже моя тактика не отработанная. Сможем ли мы победить в такой вот... Ну, типа я что-то бросаю. Так, пошла бомба. О, отлично, отбила. Чисто случайно, ребята, вот вообще чисто случайно у меня это получилось. Сейчас я попробую... Давай, кластерная, разбивайся. Ну, какие вы молодцы. Все, отлично, бомбот ликвидирован. А я типа наблюдаю, знаете, Теберак играет, Виола наблюдает. Прям стихи. Оп, вот видите, под магнит хорошо закидывать бомбочки. Ай-яй-яй, у них тоже магнит. Так, трамплинчик. Давай на трамплинчик, если сейчас все упадет. Ой, что-то не получилось. Вот так было. Вот это прикиньте ему со мной играть, это же вообще капец. Вот это, думает, Виола выдумала. Сначала одной колодой, потом другой колодой. Что она вообще творит? Что она делает? Вообще непонятно. Понять очень сложно меня. И вообще лучше не делать этого. Потому что если я как бы что-то делаю, я иногда сама ничего не понимаю. Но это не важно. Вот. Ну, эксперимент на то и эксперимент. Понимаете? Вот, магнит залетел. Сейчас еще урон нанесет. На 718 хпшечки. Еще маленькая бомбочка. О, видали? Прикольно. Нет. Вот это нельзя им допустить. О, тем более у меня вообще экспериментальная колода сейчас. Ну что поделать? Но я ж хочу понимать, вот насколько мы сможем побеждать даже вот такое для меня не... Ну, отлично. Вот это все туда. Видите, как... Да, ну, не дострелили. Но, слушайте, мы их задавили просто. Вот просто задавили. Учитывая, что у меня вообще колода не отработана, Теберак практически вытащил игру. Я там что-то иногда подкидывала, но все равно. Насколько уровень у него профессионализма высок, что он даже с Виолкой может победить соперников, потому что Виолка либо что-то не то выкинула, либо еще что-то, ну, как бы, как обычно. Ну, давай! Вот так вот круто. Вот мне все больше и больше нравится этот прикол. Видите, магнит изменил траекторию, все, и залетела нам вот эта вот фигня. Вот, оп, есть, хорошо. Вот, отличная комбо, молодец. Вот это комбо с магнитом, оно, вроде бы многие его используют, да, но вот оно очень классно все. Уметь!
ой, слушайте, как-то я даже не успела прокомментировать. Ну, не расстраивайтесь, ну чего. Легион и вот этот вот Power. Я типа назвала. Но мне очень нравится играть с Табираком. Очень прикольно как-то так, даже вот разными колодами, вот даже такой тупиковой для меня еще колодой не отработанной, очень даже прикольно получается. Так, и Legends, довольно сильные игроки. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот это я пробую, знаете, Виола пробует сделать комбо. Конечно же, что-то не туда выкинула. Ну ничего, Табирак, держись. Я постараюсь тупить поменьше. Ну давай взрывайся с нашими бомбами. Класс. Я опять испортила удар. Ну, неважно. Ну, типа все так надо. Типа норм, ребята. Типа норм. Понимаете? Ай-яй-яй-яй-яй. Не получилось. Но, в принципе, хорошо делать комбо с вот этой бомбой-вонючкой. Плюс липка, и плюс еще бомба, и вот это все фигачить в башню соперника. Ну вот это классно, конечно. Смотрите, раз, и лети! Есть. Ну, мне нравится играть кластерно, ребятки. Я ее как бы раньше вообще не использовала, вот я вам честно скажу. Сейчас я все больше и больше пробую ее брать в игру. Мне нравится ее прикол, что она долетает до башни, а потом еще дополнительно раскрывается. И даже если... что? Ой, нет, ой. И даже она потом еще раскрывается. Вот, эти бомбочки долетают до башни. Это прикольно, конечно. Пока ее там еще... Ну, слушайте, вообще как бы в нашу пользу очень даже хорошо. Так, трамплинчик. Ну, конечно, чтобы делать такие тройные комбо, однозначно должно хватать маны. Правильно? Потому что... Ну и что, Вонючка? Ну куда ты? Давай. Нет, и в итоге маленькая бомбочка. Почти залетела, но не залетела. Ну, по идее, если бомбодрон пролетит, то все. Но они не пускают, видите, они очень хорошо обороняются. Ай-яй-яй. Ну, бум-ракета, конечно, вне конкуренции. Кто хорошо играет бум-ракетой, у кого она очень хорошо прокачана, она очень добавляет скорости, понимаете? Скорости добавляет. Это пока выстрелит, это пока то. А если бум-ракетой хорошо играть, если у вас получается, можно делать невероятные комбо. Можно брать легкую колоду и все это фигачить просто в башню соперника. Поэтому пробуйте. Если... Ой, слушайте, что они нас придавили. Это я опять отвлеклась, короче, да? Ну. Нет, не заходи, лесорубка, не заходи. Слушайте, ну давай уже, ну закидывайся. Так, одно другое толкнуло, да. Legends. Слушайте, ну прям подпотели мы нормально. Хорошие соперники. Вот не просто было их победить. Вот не просто. Ну вот реально. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, тут какие-то ацтеки к нам пришли. Ну вот сейчас посмотрим, что они будут делать. Так, стандартная комбо со скакушкой у них. Это понятно. Причем прикрывают бум-ботом. Ну, еще у них бабка. Так. Вот это все лети. Лети. Да, отлично. Смотрите, какой урон. Просто шикарный. И вот так. Ай, видите, угадали, как будет лететь траектория липкой. И не дали нанести этот удар. О, классно. Промазали. Вот такое, кстати, часто я встречаю в игре, когда сильно натягивают тетиву и запускают. Спасибо. Это они нам тупо подарок сделали. И вот так вот. Смотрите, класс. Ну класс. Видите, это была колода. Я уже взяла колоду с бомба-пауком, с миноманьяком. Но очень даже вот хорошо сработали. Учитывая, что у Табирака вообще другая колода, да, практически без вот таких вот пешеходных клонов. А я взяла и морозилку, и любимого паука своего. Ну, конечно же, бумбот. Я без него вообще почти никуда. Но эта колода для пары с Табираком мне очень даже нравится. Очень неплохо. Видите, тут у нас сопернички тоже из двух разных кланов. Ай, нет, вот это было не по плану. Вот так было не по плану. Нет. Вот, отлично. Липкая могла залететь с их трамплина на ура вообще. О,
испортили им комбо, что не может нас не радовать. Но вы знаете, с этой колодой очень даже хорошо играть в паре. Я заметила, что если... Ай-яй-яй, как хорошо! То есть не ай-яй-яй, а ура-ура! Я заметила, что играть с топовыми игроками в паре очень хорошо, когда разная категория колоды. Ну, например, у топового игрока очень легкая колода, настроенная на комбо, а у меня, например, колода пешеходная. И оно как-то очень хорошо друг друга дополняет. Вот. Хотя я проигрываю в мане. У меня тяжелее в мане. Ну давайте вот так вот, да, вот так вот уже. Все. Все. Эпичная победа 3-0. Что они там не пытались нам сделать, но вот видите, вот с этой колодой с ним в паре более интересно получается. То есть, в принципе, можно брать. Берите, кстати, на заметку эту колоду. Она очень даже неплохая. Даже для 1 на 1 успешно можно пробиваться. Вот. Так, ну давай, лети, паук. Вот, я с пауком, этот с этим бомбовозом тащится один и тот же прием, да, только разные клоны. Ну, не отбивай. Просто мне еще нравится, когда хватало несет паука, получается, убивают хваталу, понимаете, в основном. А паук остается жить, по факту. И даже если она его бросит вот так где-то на входе, и он не заглючит, как вот сейчас. О, да, отвлекающий маневр. И вот это все, верните сейчас, да, вот, ай, блин. Да, залетай. Вот, отлично. Вот, казалось бы, урон небольшой, но при этом башню подклинили, и это хорошо. Нет, не хватай. Ой, что это было? Ой, ну давай уже, выстреливай. Хватало, понеслась. Так, ну давай. Так, Тобирак хотел бум-ракеты это все зафигачить и ждет, пока гравитация пройдет, видите? Сейчас... Ай-яй-яй-яй. О, отлично. Бамба-птахи все полетели во свояси. Сейчас попробую... давайте. Оп, смотрите, нормальный урон, 938. Вроде бы и вонючка, да, но очень даже неплохая вонючка, я вам скажу. Она тоже нормальный урон наносит. Я люблю вот такие многофункциональные клоны, которые выполняют какие-то несколько действий. Ну, то есть, например, в данном случае она травит клонов, да? Ой, нет, собаки, нет, вот это все летит. Жалко. Испортили такое красивое комбо. Но все равно бомба залетела. Ну, приятно. Когда вот оно все равно в нашу пользу разыгрывается. Вот это вообще зашибись. Вот пропустить эту бомбу. Ну, вот это просто была задача, понимаете? И у Тобирака что-то тоже пошло не так. Вот видите? И у меня. Ну, отлично. А как так получилось? Даже траектория не испортилась. Нет. Вот, толкай. Что-то да залетит. У них там ХП осталось. Всего ничего. Ну, давай. Да, вот почему он так долго ждет. Молодец, Тобирак. Вот, психанул. Уже подтолкнул, потому что, ну, джига-дрыга, видали? Вот это ник, да? Итак, кто у нас следующий на очереди? Итак, опять Legends. Ну, давайте посмотрим. Видите, у них такая башня прямо вот с мечами, красивая, желтенькая. Так, комбо делают. Ну. Паук принял на голову эту бомбу. И, естественно, все... Боже, что у нас тут за столпотворение получается? Ой-ой-ой. Так, ну, давай, подтолкни. Да не туда ж надо было подтолкнуть. Вот что бы я без Тобирака делала вообще. Ой. Ну, это бывает, как обычно. Кто хочет играть с Виолой, сразу берите поправку на легкий тупизм. Я могу в самый неподходящий момент притупить немножко. Ну, такое бывает. Ну, а что поделать? Я в игре повеселиться. Да ну, зато вот это все пусть залетит. Да. И вот это, и что они там нам? Ну, давай. Так, нет, вот это все должно залететь. Да, и еще чуть-чуть. Ай! Ну, как вам мой альянс с Тобираком? Круто. Ребятки, я жду ваши комментарии. Берите на заметку тактики комбо, меняйте колоды. Я желаю вам много-много побед в игре.
Всем пока, с вами была Виола.